Друзья, всем привет! Заказал себе с Алиэкспресса вот такие вот 9-вольтовые кроны-аккумуляторы. И сегодня сделаем на них краткий экспресс-обзор. Хочу поделиться с вами впечатлением, стоит ли вообще такие штуки покупать и зачем они нужны. Поехали! Итак, что это у нас такое? Это обычная 9-вольтовая крона, но правда необычная, она перезаряжаемая, причем заряжать ее можно просто от USB, от обычной зарядочки. Такие вещи часто используются в разных игрушках, в разного рода датчиках там дымовых, особенностью в системе «Умный дом» такие вещи много где используются. Я же буду использовать эту вещь у себя в моторчике в телескопе, который поворачивает моторчик по оси. Потому что крону он съедает примерно за дня 3-4, и при этом каждый раз за ней нужно ехать в гипер, потому что в каждом ларьке они продаются, да и стоят они, если честно, недешево. А аккумулятор, я думаю, эту проблему у меня закроет. Как видим, производитель Palo, причем это достаточно известный производитель на Алиэкспрессе. Я уже много покупал у него разных аккумуляторов, и таких вот 2А и 3А. Ну, если вы забьете там на Алике в поиске, вы увидите, что он в топе. Но в каждой бочке меда есть, конечно, своя и ложка дегтя. И подробнее об этом сегодня мы с вами посмотрим. Начнем сначала с конструкции. В чем же разница между обычными аккумуляторами? Обычные аккумуляторы, если не изменяет память, они там никель-кадмиевые или что-то в этом роде идет. Здесь же все немножко по-другому. На Алиэкспрессе в тех же отзывах, если поковыряться, можно увидеть, что здесь внутри стоит литий-полимерная батарейка на одну банку, и внутри есть BMS-платка, контроллер разряда заряда, которая и выдает сюда, она повышает, выдает 9 вольт. Зарядка же производится обычным кабельком, микро-USB-порт, просто от USB, от чего угодно. К примеру, возьмем Powerbank, подключим. И мы видим, что пошла зарядка. Здесь загорелся красненький светодиод. Думаю, вам будет видно. Когда же она зарядится, светодиод будет гореть зеленым цветом. Что касается напряжения. Внутри данного аккумулятора, если мы к нему вольтметр поднесем, мы видим 9,1213 вольта. То же самое будет и по второму. Здесь, по-моему, что-то 9,15 было. Вот, 9.20, 9.19. В принципе, 9 вольт, все окей. Ну, а дальше, скажем так, о недостатках. Как я уже сказал, внутри стоит платка разряда заряда, и работает она каким образом? На клеммах постоянно 9 вольт. При этом, когда он разъезжается, вольтаж не падает. 9 вольт, 9 вольт, 9 вольт, и потом она просто вырубается. Поэтому такие аккумуляторы в разного рода, те же самые дымовые датчики от умного дома и так далее, я ставить не советую. Потому что те устройства постоянно показывают заряд самой батареи. И когда она начинает садиться, они, конечно же, уведомляют вас в приложении: замените батарею. Здесь такого не будет. Здесь будет постоянно 100% заряда батареи, и потом она просто выключится. Будет неприятно. В свою же очередь, на пользовании с моторчиком будет очень удобно. Она будет постоянно отдавать на него максимальную мощность. С падением вольтажа моторчик обычно становится крутить медленнее, и его постоянно нужно регулировать. Здесь же этого гемора не будет. Настроил, и он будет крутить постоянно с одной и той же скоростью, пока не выключится. Что же касается самых главных параметров, а именно емкости. Как видим, здесь написано 1200 мА. И, к сожалению, это вранье. 1200 мА здесь нет. Причем ни в 5 вольтах, ни в 9 вольтах. Как мы это проверяли? Если просто заряжать данный аккумулятор от USB, для чего он в принципе и предназначен, то максимально, что у меня получалось набирать по такому тестеру, это примерно 880-900 мА. То есть на 5 вольт вовнутрь мы имеем 900 мА. В то же время на отдачу я подключал к данному аккумулятору просто вот такой вот кулер. По кулеру нам все досконально известно. Он выдает 0,12 ампера. Все это дело я, конечно же, еще замерял амперметром, но сейчас показывать не буду. И крутя данный кулер, эта крона садится примерно за 4 часа.
То есть это говорит о том, что на 9 вольт мы имеем примерно 400, максимум 450 миллиампер, а указано 1200. Вранье, увы. Та же тема, кстати, касается и вот этих вот батареек. Аккумуляторов, простите. Здесь указано 3000 мАч, в реальности 1500 по тестам. Здесь указано 1100 мАч. В реальности примерно 300-400. Поэтому наклейка одно, реальные тесты это другое. Покупал я одновременно два таких аккумулятора. Они шли вот в такой вот прикольной коробочке, кстати. Удобно будет хранить. И к ним шел вот такой вот кабель, сразу в подарок зарядный. С одной стороны одно USB, с другой стороны два micro-USB. Заряжать будет удобно. Так что вот такие пироги, дорогие друзья. Аккумуляторы в принципе-то неплохие, и работать они будут с моторчиком очень даже хорошо. И вполне продолжительное время. Хватит мне их примерно на 2-3 дня, и не придется больше гонять постоянно в гипер, покупать кроны. По стоимости они были 2 штуки за $10 с доставкой в Беларусь. Единственное, что жалко, что, врут, написали бы там 500 мА, ну куда ни шло. Но зачем же писать то, чего нет, причем больше, чем в 2 раза. А так, в принципе, можно брать. Где брал, ссылку оставлю в описании. Ну, а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покупайте себе хорошие игрушки. А мы продолжаем. Всем пока!